Наш иммунитет содержит особый тип лимфоцитов, которые являются натуральными киллерами и играют важную роль в защите нашего организма от вирусов и опухолевых клеток. Это настоящая армия невидимых защитников. И поддержка с нашей стороны этих клеток является очень важным для работы иммунитета и в целом для нашего здоровья. В этом ролике я расскажу, что это за клетки, как им можно помочь, отвечу на частые вопросы о том, как можно поддержать иммунитет, и расскажу об удивительном факте, как хвойные деревья поддерживают наш иммунитет. Наши знания об иммунитете очень скудны. В тибетской медицине считается, что воздействие на иммунитет различными препаратами – это как попытка чинить сложный часовой механизм с помощью гаечного ключа. У нас есть врожденный иммунитет и приобретенный. Дальше я буду эти два понятия разделять. Что касается врожденного иммунитета, это иммунитет, который мы получили при рождении. Это как бы природный наш иммунитет. А приобретенный – это иммунитет, в основном это Б и Т лимфоциты, которые в течение жизни тренируются. Его еще называют адаптивный иммунитет. Например, дети в садик ходят, встречается с разными вирусными заболеваниями и вырабатывает на эти вирусы антитела, то есть изучает эти вирусы и все время тренируется. И так потом в садик, в школу, потом на работу. Все время приобретенный наш иммунитет усовершенствуется. Антител все больше, больше. Вы, наверное, все знаете после пандемии ковида, что ковид оказался тем вирусом, который не знаком нашему приобретенному иммунитету. И поэтому нам нужно было время для того, чтобы сформировать количество антител, чтобы у нас образовался коллективный иммунитет. И здесь один момент очень важный. Так как врожденный иммунитет – это наш природный иммунитет, он с возрастом, так же как стареет наш организм, он стареет. А с возрастом приобретенный иммунитет, он усовершенствуется. И вот киллеры наших заболеваний являются НК-клетки, натуральные киллеры. Особые лимфоциты врожденного иммунитета, которые составляют примерно 10% от общего количества лимфоцитов во всей крови. Это очень большое количество. НК-клетки, они постоянно мигрируют в кровотоке. И они контактируют постоянно с нашими тканями, органами. Они могут заходить вглубь наших тканей и там делать свою иммунную защиту. Они все время сканируют чужой или свой. Для НК-клеток это самая первая реакция. Все наши клетки имеют комплекс, который называется главный комплекс гистосовместимости тип 1. Вот по этому комплексу НК-клетка распознает своих. Но если клетка наша заражается вирусом или в клетке какой-то развиваются опухолевые природные процессы, да, клетка меняет свою структуру, специфичность. И главный комплекс гистосовместимости меняется. И НК-клетка не узнает эту клетку. Как только НК-клетка заметила чужеродную клетку, она начинает вырабатывать различные вещества, в том числе гамма-интерфероны. Гамма-интерфероны, они работают на то, чтобы призвать или позвать своих коллег. Большее количество НК-клеток начинает мигрировать в эту зону, где НК-клетка заметила чужеродную клетку, и они начинают вырабатывать различные вещества, которые приводят к программируемой гибели клетки, апоптозу. Почему НК-клетка просто не уничтожает чужеродную клетку? Потому что если НК-клетка просто уничтожит, все продукты распада гибели клеток опять попадет в кровь, в том числе и вирус. А так НК-клетка, она никого не уничтожает, она просто эту клетку вынуждает к апоптозу, то есть к программируемой смерти. Также НК-клетки реагируют на клетки, которые окружены антителами. Например, вы заболели каким-нибудь вирусным заболеванием, и ваш приобретенный иммунитет здесь уже, он с этим вирусом встретился, изучил вирус и выработал антитела. Через какое-то время вы снова поймали этот же вирус, и ваш иммунитет уже готов, он вырабатывает множество антител, или уже антитела есть готовые, и они окружают эту клетку, пораженную этим вирусом. Клетки приобретенного иммунитета, они не уничтожают клетку, зараженную вирусом, они просто окружают, то есть распространение не дает вирусам и клеткам. А НК-клетки уже работают как киллеры. Убираются за НК-клетками совершенно другие клетки иммунной системы. Вот это нужно понять. И важный момент. НК-клеткам не нужно обучаться. Они уже активны при нашем рождении. И после этого скажут, что человеческий организм – это не что-то уникальное и удивительное творение. Отсюда понятно, что у людей, у которых нарушена функция или снижено количество НК-клеток, у них
проблемы с иммунитетом. Это может быть первичный или вторичный иммунный дефицит. Они чаще болеют вирусными заболеваниями, они тяжелее переносят вирусные заболевания, и у них может чаще возникать риски развития опухолевых заболеваний. Возвращаясь к примеру часового механизма и гаечного ключа, я сразу хочу сказать, что на данный момент не существует никаких лекарственных препаратов, даже самых совершенных, дорогих и так далее, которые повлияли бы на активность и количество НК-клеток. Но это не значит, что мы не можем влиять, то есть поддерживать наш врожденный иммунитет. Для этого существуют наши внутренние силы нашего организма. Вот о чем я всегда говорю. Они сильнее в некоторых областях, например, касаемо иммунной системы, чем новейшие, самые современные открытия науки. И сейчас я, когда вам расскажу, как поддерживать, вы скажете опять, доктор Жимба, о своем. Это, конечно, питание, а именно продукты питания. Это двигательная активность, а именно какая активность очень важна. И это, конечно, эмоциональный баланс. А дальше, чтобы вам было понятнее, ролик пойдет в виде ответов на вопросы. Давайте начну отвечать на вопросы. Доктор, мы собрали вопросы от зрителей под вашими роликами, которые касаются иммунитета. Вот самые популярные мы сейчас вам зададим. Какие продукты и специи особенно полезны для иммунитета? Это все специи, о которых я говорю всегда. Согревающие специи – это имбирь, кардамон, карри, корица, куркума, черный перец. Но еще и мы делали ролик про чеснок, он тоже полезен для иммунитета. И здесь бы я добавил еще женьшень, очень хорошо активизирует функцию НК-клеток, и сагандали. Это чай, который растет у нас в Бурятии, растение рододендрон, и очень вкусный чай. И он очень тоже хорошо стимулирует функцию НК-клеток. Получается, что когда мы едим чеснок, мы по факту развиваем врожденный иммунитет. Да. А всегда мы, когда едим, тренируемся, мы развиваем больше врожденный иммунитет. А приобретенный иммунитет, он развивается только тогда, когда встречается с патогенными вирусами, бактериями, да, изучает и вырабатывает на них антитела. То, что мы делаем для того, чтобы улучшить свой врожденный иммунитет. Но НК-клетки – это часть, это верхушечка айсберга нашего врожденного иммунитета. Конечно, он очень сложно устроен. Но это удивительно. Никогда не думал о том, что чеснок, и другие продукты – это на самом деле про врожденный иммунитет, а не про приобретенный. Да, я вот вкратце сегодня рассказал, как они взаимодействуют, врожденные и приобретенные. Да? Это, конечно, очень грубо, чтобы людям было понятно. Нужно ли принимать витамины или БАДы для поддержки иммунитета? Что касается витаминов и БАДов, я не очень хорошо отношусь к синтетическим витаминам. Я против них, кроме витамина D. Так как мы живем в такой полосе, где мало солнца, и у многих людей бывает нехватка витаминов D, и они должны принимать. Но это только после того, как сдадут анализы. А что касается витаминов, то они же содержатся в больших количествах в разных продуктах. Витамин С для иммунитета, всех, наверное, на слуху. Это все продукты цитрусовые, да? Ананас, ягоды, зеленые овощи. Их надо в большом количестве есть. В большом это как рационально, сбалансированно. Это продукты, содержащие витамин А или каротин. Это морковь. Витамин А – жирорастворимый витамин, поэтому морковь лучше есть с разными маслами. Например, с оливковым маслом, или со сметаной перетертой морковь. Очень вкусно бывает. Следующий витамин, который влияет на активацию НК-клеток, это биотин, витамин В7. В больших количествах содержится в яичных желтках, печени и в бобовых. И, конечно, витамин Е, который содержится в большом количестве в разных орехах и в растительных маслах. А вот насчет БАДов – это другие продукты. Многие люди витамины путают с БАДами. БАДы – это биологически активные добавки. Витамины – это витамины. Они бывают жирорастворимые и бывают водорастворимые. Насчет БАДов я сам иногда употребляю БАДы, потому что это те же вещества, которые содержатся в продуктах питания, но в силу того, что мы живем не у моря, может, нам не хватает каких-то веществ с продуктами, да, мы их дополнительно принимаем. И цинк, магний, да, это микроэлементы, которые в виде БАДов можно принимать. БАДы тоже влияют
очень хорошо на наш врожденный иммунитет. Все, что балансирует наше питание, гармонизирует наше питание, они влияют. Но тут нужно понимать, что не нужно их есть как лекарство. И здесь два правила. Первый, БАДу рознь. Они разного качества, я здесь не могу комментировать изготовителей. Да? Второй, это не нужно принимать БАДы просто потому, что они полезны. Это нужно делать с умом. Лучше, конечно, проконсультировавшись с доктором. Какие упражнения или практики помогут усилить иммунитет? Это, конечно, дыхательные практики, медитация. Они успокаивают нашу нервную систему. Они улучшают нашу устойчивость к стрессу. А стресс у всех есть. Второй – это физическая активность. Здесь нужно сказать, подчеркнуть, умеренная физическая активность. Перетренные, слишком сильные физическая активность. Тренировки с отягощениями, они наоборот снижают иммунную систему. А умеренная физическая активность во второй пульсовой зоне – это когда вы можете разговаривать предложениями, но немного с трудом. Да? Чуть-чуть ускоритесь, вам тяжело будет. И это нужно делать 3-4 раза в неделю по 45-60 минут. Физическая активность, она улучшает кровоток. Улучшение кровотока за счет учащения сердечно-сосудистой системы приводит к тому, что кровь быстрее бежит по сосудам и тем самым активирует НК-клетки. И еще физическая активность, она улучшает выработку эндорфина. А эндорфин – это гормон, который напрямую влияет на активность и количество НК-клеток. То есть можно сказать, что счастье, эндорфины, да? Счастье повышает иммунитет. Да, так и работает. Говорят, тут у нас, у буддистов, есть такое слово, негативные мысли, эмоции пожирают твой иммунитет. То есть буквально это имеется в виду. То есть они активируют другие клетки, негативные, которые начинают пожирать, инактивировать твои позитивные клетки, в том числе иммунные системы. Но еще с физической активностью здесь еще есть такой момент, когда человек регулярно занимается, эффект от физических активностей работает даже в покое. Он отдыхает, а НК-клетки находятся в активном состоянии. Что делать, если я часто простужаюсь? Из этого ролика мы поняли, что никакими препаратами, ничем мы не можем влиять на активность НК-клеток, то есть на врожденный иммунитет. Что может повлиять? Вот по списку питания меняйте, да, добавляйте эти продукты, двигательную активность добавляйте, чтобы ваш организм, как саморегулирующаяся целостная система, за счет своих собственных сил активировал свой же иммунитет. Вообще все ролики, которые я снимаю и говорю те вещи, которые нужно делать, все они связаны на то, чтобы наш организм сохранял внутреннюю свою возможность саморегуляции. То есть организм наш постоянно был в состоянии бороться с влиянием внешней, внутренней среды. Ни один человек не питается постоянно правильно. Всегда бывает нарушение. Мы люди, чувствующие существа. Да? Иногда у нас бывают стрессы. Даже, я думаю, у буддийских монахов бывают стрессы, которые может моментально повлиять на иммунную систему. Хочу рассказать про очень интересное исследование, которое показало, как можно улучшить врожденный иммунитет, активность НК-клеток. Готовясь к этому ролику, я случайно наткнулся на эти исследования, но вспомнил слова своего дедушки. Он всегда говорил о пользе прогулок в хвойных лесах на рассвете. На рассвете или вечерами, это не важно. Буддийские монахи рассвет воспринимают как время, когда все пробуждается. Оказывается, в хвойных лесах в воздухе содержится очень много фитонцидов. Это вещества, которые вырабатывают листья хвойных деревьев. Они благоприятно влияют на наш организм в целом. Уменьшает уровень кортизола, уменьшает артериальное давление, улучшает работу сосудов и улучшает врожденный иммунитет. Ссылку на исследование я оставлю в описании. Посмотрите, очень интересно. Мне будет интересно прочитать, какие методы или как вы улучшаете свой иммунитет. Напишите в комментариях. И в условиях замедления YouTube очень важно каждый ваш шаг. Лайки, комментарии. Досматривайте ролики до конца. И обязательно напишите, вам был интересен этот ролик. И давайте договоримся, с меня полезная информация, с вас помощь в продвижении ролика.